Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой интересный, очень ажурный вертикальный узор с листочками. В исполнении он очень простой. Здесь по своей сути нужно запомнить, как провязывать только лишь 2 ряда, поэтому, думаю, справится даже начинающий мастер. Единственный сложный элемент, который здесь выполняется, это провязывание 3 петель вместе с наклоном влево и вправо, но я покажу в видео 2 способа его исполнения, и думаю, вы обязательно подберете тот, который вам более удобный. Больше сложностей здесь никаких нет. Такой узор идеально подойдет для выполнения как летних маек, футболок. Также красиво будет выглядеть туника, к примеру, как вы видите сейчас на экране, платье. Связать с этим узором можно шали, палантины, шарф будет очень красиво выглядеть в комплекте с шапочкой. Этот узор легко адаптировать под разную ширину. Можно сделать расклешенный его вариант или же наоборот сделать сужение за счет количества вот этих разделительных изнаночных петель, которые очень легко и незаметно или вывязывается новая изнаночная петля из протяжки, или же делается убавление, которое в общем рисунке потом не видно. Для вязания здесь подойдет как гладкая пряжа, так же и пушистая. Можно пробовать легкую фантазию, но здесь нужно быть осторожным и смотреть, чтобы не потерялся рисунок в фантазийной пряже. Сам рисунок при вязании снизу вверх выглядит вот таким вот образом. Он формирует легкую волну, ее можно даже ничем не обвязывать. Можно обвязать, если вам это интересно, как вы видели на модели, которую я вам показывала ранее. Если же ваше изделие предполагает вязание от горловины сверху вниз, рисунок будет смотреться вот таким образом. Вот эта волна, если вам будет нежелательно, она очень легко убирается с помощью 4-6 рядов платочного узора или же при помощи ВТО практически выравнивается. Изнаночная его сторона выглядит вот таким вот образом. Спицы для вязания такого узора лучше подбирать по рекомендациям производителя той пряжи, из которой вы хотите вязать, и, конечно же, учитывая плотность вашего вязания. Других особенностей к подбору спиц здесь нет. Он красиво смотрится как в достаточно плотном вязании, так и в рыхлом. Раппорт же самого узора составляет 19 петель в ширину и 8 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора, поэтому я набрала 23 петли. 19 это петли узора, 2 в конце ряда петли симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем. Первый ряд кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли, 1, 2, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Сейчас я вам покажу простое убавление, которым чаще всего пользуюсь я. В следующем лицевом ряду покажу другой способ. Итак, при убавлении вправо петли на спице должны быть расположены классически, и первая дужка смотреть на меня. Простой способ — это я поменяла расположение петель, если это необходимо, и провязываю все 3 петли, третья ведущая, она первая подхватывается, все 3 петли вот таким образом одной лицевой. Вот так. Дальше идет 2 лицевые петли, 1, 2, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, 1 лицевая петля, накид и 3 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево как 2, так и 3 петель петли должны быть открыты или же развернуты, и вторая дужка петли смотреть на меня. Ведущей петлей здесь является первая петля, поэтому я вот таким образом подхватываю и провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Далее 4 лицевые, 2, 3,
4. И на этом я закончила вязать один раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего же изделия. Если вы вяжете поворотными рядами, то ряд я бы рекомендовала заканчивать так, как я, 2 изнаночными петлями симметрии и, естественно, кромочной петлей. Все четные ряды этого узора провязываются по рисунку. Накид провязывается изнаночной петлей при поворотном вязании. Если же вы вяжете по кругу, то соответственно лицевой петлей. Я вместе с вами провяжу или начну провязывать второй ряд, чтобы показать, как я все это делаю. Далее четные ряды я буду пропускать, потому что они будут провязываться аналогично. Итак, кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, 17 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид провязываю открытой изнаночной петлей, чтобы здесь получалась у меня дырочка. И таким образом я провязываю до конца ряда накид открытой изнаночной петлей. Изнаночные изнаночными петлями, и неважно, каким способом вы вяжете. Все это провязывается абсолютно одинаково и выглядит в изделии также одинаково. Я провязала раппорт узора, ряд заканчиваю 2 лицевыми, это петли симметрии, и кромочной. У меня это изнаночная скрещенная. Третий ряд. Вязание, как всегда, начинаю с кромочной петли, которую просто переношу на правую спицу. Далее у меня идет раппорт узора. 2 изнаночные, 1, 2, 10 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Давайте я провяжу в этом ряду вместе, потому что в этом ряду нет убавления вправо, а в следующем ряду уже покажу вам другой способ. Итак, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной петлей. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 изнаночные петли, это разделительные петли. Далее 4 лицевые, 2, 3, 4. После чего нужно сделать убавление 3 петель вместе с наклоном вправо. Как и при прошлом способе убавления вправо, петли на спице должны быть расположены классически, то есть первая дужка смотреть на меня. Я провязываю первую петлю лицевой, возвращаю ее на левую спицу и через нее перебрасываю поочередно следующие петли. Сначала вторую, потом третью. Все, петля у меня провязана, я ее просто переношу на правую спицу, не провязывая уже. Вот таким способом, возможно, кому-то будет проще выполнять это убавление. Далее идет накид, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 3 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении же влево петли должны быть открыты и вторая дужка смотреть на меня. Первые 2 петли, не провязывая, я переношу на правую спицу. Вот таким образом. Третью петлю я провязываю лицевой и через нее перебрасываю поочередно не провязанные петли. Сначала вторую петлю, потом первую. Вот таким образом выполняется это убавление. И на этом заканчивается раппорт узора. Ряд заканчиваю
петлями симметрии, это 2 изнаночные, и кромочной петлей. 7-й последний лицевой ряд этого узора. Кромочную я переношу и начинаю сразу вязать раппорт узора. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Давайте еще раз я покажу вам, как это делать протяжкой. Первую петлю я провязываю, возвращаю ее на левую спицу и перебрасываю поочередно вторую и третью петли. Далее просто переношу на правую спицу, так как она у меня уже провязана. 1 лицевая, дальше петля, накид, лицевая, накид, 10 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. Вот так выглядит один раппорт этого узора. Рисунка четкого вы здесь не видите, только полузаконченный левый листик, а правый только начат. Давайте я сейчас провяжу еще один лицевой ряд, чтобы вы увидели, как выполняется переход от раппорта к раппорту в высоту. Ну и при этом более четко вы увидите рисунок на маленьком вот этом образце. Итак, первый ряд. Начинаю с кромочной, далее 2 изнаночные петли, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, вы же смотрите по своему способу вязания. Вам нужно менять расположение вправо или влево убавление. И провязываю их 1 лицевой петлей. Далее 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. Вот мы выполнили с вами переход, и становится уже виден листик один, как он вырисовывается. Чтобы увидеть полностью листочек, нужно провязать хотя бы 1,5 раппорта узора. А вообще он более четко виден, начиная от 2 раппортов. И вот так вот это все выглядит. Если вам нравятся простые, несложные и очень красивые узоры, думаю, этот узор как раз для вас. И вы найдете, как и где его применить в вязании своих шикарных изделий. Всем легких петелек и до встречи на канале!